Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала наволочку на подушку узором градиент. Вязала из пряжи производства Пехорка, детская новинка. Вязала крючком 2,75 миллиметров. Размер данной наволочки 37 сантиметров на 37. Вес наволочки 191 грамм. Это одна сторона и точно такая же другая. Эту наволочку на подушку вяжут по-разному. Ну, я покажу, как вязала я. Что хотелось бы сразу отметить. В 16 ряду я провязывала рельефные столбики без накида. Кому не нравится вот такая выпуклость, 16 ряд вяжите простыми столбиками без накида, не рельефными. Мне захотелось рельефными. Когда я закончила ее вязать, то есть связала две стороны, по краю обвязала столбиками без накида по всем 4 сторонам. Затем, вот я закончила, в последнюю петлю поставила маркер и постирала. Поскольку это наволочка, значит, в нее наполнитель нельзя вставлять сразу, потому что наполнитель будет выглядывать из отверстий. Поэтому нужно сшить подушку по размеру, распустить один край, вставить подушку и снова обвязать этот же край и закончить. Еще что хотелось бы сказать. Подушки, которые вы наполняете синтепухом или каким-то другим наполнителем, никогда не стирайте в машинке, потому что у вас наполнитель будет сбиваться в комки, и будет очень трудно их потом разделить. Поэтому я рекомендую такие вещи стирать вручную, не сминать сильно. Прям полностью подушку положили в воду с моющим средством, с порошком стиральным, и полежит немного, аккуратно отжали и разложили на просушку. Ни в коем случае в машинке не стирайте. Итак, начнем. В кольцо амигуруми мы должны провязать 3 воздушные петли подъема, которые заменят столбик с одним накидом. Но мы петли подъема заменим, сразу свяжем столбик с накидом. Вытянем петлю, придерживаем ее, перекручиваем, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли вместе. Столбик с накидом. В кольцо еще один столбик с накидом. 2 воздушные петли. Два столбика с накидом. Две воздушные. Еще 2 столбика с накидом. Это у нас 3 пары. 2 воздушные. И еще 2 столбика с накидом.
Стянули кольцо и заканчиваем первый ряд, 2 воздушные петли. И соединяем. Первый ряд закончили. Второй ряд. Петлями перехода мы должны подойти вот к этой арке. И в эту арку связать 3 столбика. Причем сначала столбик с накидом, петлю вытягиваем. Столбик с накидом. Затем рельефный столбик с 2 накидами. Но мы его провязываем вот сюда. Вы вяжите так, как вам удобно. Заходите либо с этой стороны, из центра, либо сверху. Мне удобнее сверху. Значит, 2 накида. И провязываем рельефный столбик с 2 накидами. В эту же арку вяжем еще столбик с накидом. Так, это мы провязали тройку. Далее 2 воздушные петли. И в это же отверстие еще тройку вяжем. Столбик с накидом. Рельефный столбик с 2 накидами. И столбик с накидом в эту же арку. Теперь воздушные петли не вывязываем. Сразу в арку заходим. Столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. И сюда же столбик с накидом. А вот теперь вывязываем 2 воздушные петли. И сюда вывязываем точно такую же тройку. Столбик с накидом. Рельефный столбик с 2 накидами. И столбик с накидом. Вот. Это у нас уголки получаются. Сразу в отверстие. Столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. И столбик с накидом. И поскольку это уголок, значит, мы здесь вывязываем 2 воздушные петли. И опять в это же отверстие.
Так, вот уже вырисовывается квадрат. Закончим второй ряд. Значит, столбики пропускаем, воздушные петли не делаем. Столбик с накидом. Рельефный. Столбик с накидом. В углу делаем 2 воздушные петли. И опять в это же отверстие. Столбик с накидом. Все. Здесь, когда пропускаем 2 столбика, воздушные петли не делаем. Значит, мы закончили второй ряд. Для этого отрезаем нитку. Вытягиваем. Заходим за эту петлю. С изнаночной стороны заходим. И протягиваем. Теперь с изнаночной стороны заходим вот за эти 2 полупетли. И вытягиваем. И мы закрыли ряд. Так, центр можно подтянуть теперь. Нитку зафиксируйте. И эту нитку тоже фиксируем. И вот таким образом мы связали с вами квадрат. Третий ряд. Беру нитку другого цвета. Вы берите любую, которая вам нравится. И начинать ряд лучше всего не с того уголка, где мы закончили, а с другого, но лучше с уголка. Вытянули петлю, и этот хвостик придерживайте. Вытянули, держим петлю, перекрутили, вытянули и провязали. Впоследствии эту нитку, хвостик, можно подтянуть. Столбик с накидом. Далее. Рельефный столбик с 2 накидами. Нитку укладывайте по центру. Вот можно перегнуть так. Столбик рельефный с 2 накидами. В это же отверстие столбик с накидом. В уголках мы всегда вывязываем 2 воздушные петли. И сюда же в угол еще 3. Столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. И столбик с накидом. Значит, напоминаю, что 2 воздушные петли вывязываем только в углах. Теперь мы 3 пропускаем, воздушные петли не делаем и сразу в отверстие. 3.
столбик с накидом, столбик с двумя накидами рельефный. Вот у нас петля здесь, вот за нее. Далее в это же отверстие еще один столбик с накидом. И теперь в уголок 2 тройки. Одна тройка, 2 воздушные. И сюда же вторую тройку. Опять тройку пропускаем в отверстие. Вяжем тройку. И сразу переходим в уголок, в который вяжем 2 тройки. В углу всегда 2 воздушные петли и вторая тройка. Я уже этот ряд с вами довяжу полностью. Сразу, не вывязывая воздушных петель, переходим в отверстие и вяжем тройку. И сразу в уголок. И, как я говорила, в углу всегда вывязываем 2 воздушные петли. И переходим в отверстие. Заканчиваем 3-й ряд.
Соединительными петлями должны перейти в уголок. Каждым цветом вяжется 2 ряда. Значит, мы должны еще ряд провязать этим же цветом. Теперь смотрите, мы закончили 3-й ряд. И в 3-м ряду у нас 1, 2, 3 тройки. Вот так можно себя проверять, в каком ряду вы находитесь. Какой ряд, столько троек в одной стороне. 4-й ряд. Перешли мы в уголок. Вытягиваем петлю. Столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. И сюда же столбик с накидом. 2 воздушные. И сюда же еще 1 тройку. И сразу в эти отверстия вяжем тройки. Рельефный столбик вяжем вот за этот рельефный. Переходим в следующее отверстие. И теперь в уголок 2 тройки. Обязательно 2 воздушные петли. И сюда же 2 тройка идет. Сюда в отверстие тройка. Рельефный. Вяжем за рельефный нижнего ряда. Переходим в следующее отверстие. Вот. И в уголок вяжем 2 тройки, между которыми 2 воздушные петли. Значит, это 4-й ряд. И у нас 1, 2, 3, 4. 4 тройки. Сейчас я закончу 4-й ряд. И еще раз покажу, как соединять. Заканчиваю 4-й ряд.
Отрезаю нитку, вытягиваю с изнаночной стороны, захожу за петлю, и вытянула. Теперь с изнаночной стороны захожу за эти 2 полупетли, и вытягиваю. Ряд закончили. Вот так и в дальнейшем вяжется. Теперь берем нить другого цвета. Значит, в этом углу мы закончили. И начинать 5-й ряд с другого свободного уголка. И все вяжется по такому принципу. Значит, в углы вяжем 2 тройки, между которыми 2 воздушные петли. А в эти отверстия вяжем только по 1 тройке. И столбики с 2 накидами рельефные будем прикреплять напротив отверстия, вот за этим. Значит, 2 воздушные петли делаем, вывязываем только в углах. Итак, связала я 14 рядов. Значит, в каждой стороне квадрата должно быть 14 троек. Проверьте себя. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Теперь беру цвет джинс. Я вам просто напомню, как я вязала. Вытягиваем петлю, начинаю с уголка, хвостик придерживаю, вытянули петлю, держим петлю, перекручиваем, провязываем и 2 петли провязываем. Столбик с накидом, то есть я заменила 3 петли подъема. Дальше в центр рельефный столбик с 2 накидами. И сюда же в арку еще 1 столбик с накидом. То есть 3 столбика. Затем 2 воздушные петли. И точно такую же тройку вяжем в эту же арку. А далее в каждое отверстие вяжем тройку. Итак, продолжаем по всему периметру. Значит,
В 15 ряду на каждой стороне должно получиться 15 троек. Далее вяжем самостоятельно. Заканчиваю 15 ряд. Соединяю. И надо нам перейти в арку. В арку должны связать 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь должны вязать столбиками без накида, но рельефными. Вот у нас 3 столбика. Вяжем столбики без накида. И так обвязываем по всему периметру. Что хочу сказать. Поскольку у нас здесь 15 троек в каждой стороне, значит это 45 петель. Но одна петля добавляется в углу с одной стороны, и одна петля от столбика без накида добавляется с другой стороны. Значит, у вас по каждой стороне должно быть 47 петель. Дальше вяжем самостоятельно. Заканчиваю 16 ряд. 43 столбик без накида, рельефный. 43. Сорок 45, 46. И 47 у нас в арке. Теперь нитку отрезаем. Вытягиваем. И вот эту петлю нам нужно перекрыть. Значит, заходим в следующую петлю с изнаночной стороны. Протягиваем. И заходим вот за эту полупетлю. И за ту, откуда нитка вышла. И соединяем. Вот, мы перекрыли ту петлю. Теперь находим центральные столбики. И над ним устанавливаем маркер. И так со всех 4 сторон. Следующий ряд. Теперь делаем петлю и заходим сзади, то есть за второй ряд столбиков. Не в центральную, вот центральную пропускаем, а в предыдущую петлю. И провязываем столбик без накида. И далее столбики без накида.
Выберите цвет такой, который вам нравится. У меня цвет василек. Довязываем до угла, и в углу я вам покажу, как вязать. Дошла до угла. Вот здесь у нас 2 столбика было в углу. Заходим вот между ними, вот сюда. И тоже провязываем 2 столбика. И далее столбики без накида за задний ряд. Значит, здесь у нас 2 столбика. Один уходит в эту сторону, другой уходит в эту сторону. Значит, у вас должно быть 47 столбиков. Проверьте себя. Провязала я 44 столбик, 45, 46. И сюда между столбиками 47. И опять 1, 2, 3 и так далее. Довязала я ряд и дошла до того места, где начинала. Вот у нас петля, которая до центрального столбика. Вот сюда заходим и вытягиваем петлю. Придерживаем и провязываем столбик. Теперь этот маркер снимаем. И вот за этот столбик центральный вяжем рельефный. Не стягивайте. И опять в эту же самую петлю, куда мы вязали столбик с накидом, вяжем еще один столбик с накидом. 2 воздушные. Теперь мы центральную петлю пропускаем. Вяжем в следующую столбик с накидом. Рельефный столбик за этот же столбик. И еще один столбик с накидом под эту же петлю, куда мы вязали первый столбик из второй тройки. Одну петлю пропускаем под следующую столбик без накида. Итак, вяжем до угла. Связала я 20 столбик. Вот здесь у нас 2 столбика. Эту петлю пропускаем, заходим сюда. 21. 2 воздушные.
И сюда же заходим. 1. Второй столбик нужно провязать вот сюда, прям в столбик, иначе мы его потеряем. Сюда будет 2. Под следующую петлю 3, 4, 5. И так мы вяжем. Вот эта центральная петля напротив маркера. Сюда будем вязать столбик с накидом, а эту петлю мы пропускаем. Значит, вот до этой петли вяжем. Вот я поставлю маркер. Значит, здесь будет последний столбик без накида. Одну петлю мы пропускаем, а сюда будем вязать столбик с накидом, затем рельефный столбик и второй столбик с накидом. Затем одну петлю пропустим, центральную. Ну, сейчас я довяжу до этого места. Значит, еще раз повторю. Напротив светлого маркера петлю пропускаем. Сюда вяжем тройку. Эту пропускаем. И здесь будет последний столбик без накида. Итого 21 столбик с учетом того, который в углу. 20. 21. Петлю пропускаем в следующую столбик с накидом. За рельефный столбик с 2 накидами. Не затягиваем. И в эту же петлю еще один столбик с накидом. Две воздушные. Центральную петлю пропускаем. В следующую столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. За рельефный. И столбик с накидом в ту же петлю, куда мы вязали первый столбик с накидом. Петлю пропускаем и в следующую столбик без накида. Вот, и так вяжем по всему периметру. Заканчиваю 18 ряд. 19. 20. Одну петлю пропускаем. И вот здесь у нас столбик. Соединяем соединительной петлей. Еще одну соединительную. И соединяем в центр. В центр вывязываем тройку.
сюда столбик рельефный с 2 накидами. И сюда же в центр столбик с накидом. 2 воздушные. И еще одну тройку. Итак, вяжем 19 ряд. 2 тройки в центр провязали. Дальше. Здесь мы пропускали 1 петлю. Вот отверстие. Значит, сюда столбик с накидом. И рельефный вяжем вот за этот рельефный. Но здесь не стягивайте. Вот, сначала мы вязали за центральный рельефный, а теперь рядом с ним. И столбик с накидом в то же отверстие. Так, связали. Эта петля у нас задействована. Значит, 2 петли пропускаем в 3-ю столбик без накида. 1, 2, 3, 16, 17. Здесь у нас было 2 воздушные петли. И вот здесь 2 столбика было. Заходим за столбики и за петли. 1, 2. И далее 17 столбиков. Эту петлю пропускаем. 1, 2, 3, 16, 17. 2 петли пропускаем. И в отверстие вяжем тройку. Так, столбик с накидом. Вот сюда, рядом с центральным, столбик с 2 накидами. Не стягиваем. И столбик с накидом в отверстие. Дальше в центр 2 тройки.
И опять вот у нас здесь отверстие. Сюда столбик с накидом. Рядом с центральным столбик с 2 накидами. И в отверстие столбик с накидом. И опять 2 петли пропускаем, в 3 столбик без накида. 1, 2, 3. И у вас должно их быть 17. Вот здесь будет 17. И 2 столбика провяжете вот таким образом. И так обвязываем остальные части. Заканчиваю 19 ряд. Провязала 17 столбик. 2 петли пропускаю. И в отверстие вяжем 3. Столбик с накидом. Рельефный с 2 накидами. И столбик с накидом в это же отверстие. Теперь нитку отрезаю, вытягиваю, захожу с изнаночной стороны и протягиваю. Теперь с обратной стороны вот сюда и протягиваю. Вот, соединили ряд. И теперь на обратной стороне фиксируем. Теперь беру нитку другого цвета. Выберите те цвета, которые вам нравятся. И вяжем 20 ряд. В арку 2 тройки. Теперь 3 вяжем в это отверстие. Вот напротив столбик с 2 накидами, рельефный. За него цепляемся. Вот напротив этого рельефного столбика. Вот. Напротив него вот протяжка. Вот за эту протяжку будем вязать столбик с 2 накидами. Здесь у нас отверстие. Мы пропускали 2 петли.
Значит, вот эти мы две пропускаем, а в следующую столбик без накида. 1, 2, 3, 14, 15. 3 воздушные. 3. 2 петли пропускаем. В следующую столбик без накида. 1, 2, 14, 15. 2 накида. И напротив рельефного столбика вот сюда заходим. Столбик с 2 накидами. И теперь в отверстие сразу. Теперь сюда в арку 2 тройки. Две воздушные. Ну, вот так и обвязываем.